Очередной обзор камеры видеонаблюдения с AliExpress. Такая вот упаковка в таком состоянии приходит. И модель камеры, 12-вольтовое питание, 8-мегапиксельный Wi-Fi вариант. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. Коробка новая, такой я еще не встречал. Но это XMI-евская камера, приложение XMI ICC. Wi-Fi вот в таком вот корпусе. И что у нас в комплекте? Кстати, внутри бронежилет есть. Вот страховочный такой стандартный набор в комплектации. Блок питания, который 12 вольт 2 ампера заявлено. Стеновое крепление. И он выполнен в корпусе, ну, в общем-то, который можно использовать на улице. Видите, вы внутренности извлекаются в случае чего. Можно даже, у кого есть желание, и отремонтировать. Так он помещен, в общем-то, в литой корпус, который можно использовать, ну, как вариант в распредкоробке, куда вы будете помещать все разъемы камеры, так и поместить туда и этот блок питания. Инструкция по камерам ICC XMI, Wi-Fi камера. В общем-то, небольшая инструкция, и все так же, как и показывал я вам в прошлых камерах. В комплекте можешь заказать карту памяти у продавца. Поддерживает карты памяти до 128 гигабайт. Можешь заказать с различной емкостью. Если у тебя есть дома твоя карта памяти, ты можешь ее сам установить, свою карту памяти. Камера имеет слот по умолчанию. То есть независимо, заказываешь ты с картой памяти в комплекте или без, слот идет. И там же кнопка сброса к заводским установкам. На кабеле ее нету, а вон она, маленькая, видна черненькая кнопка сброса к заводским установкам. В случае, если нужно тебе сбросить устройство. Это IP-камера, мини-компьютер, самостоятельное устройство. И, что немаловажно, идет в комплекте кронштейн. Универсальный. Стеновое и потолочное крепление. О, и там внутри дюбели и муфта на RJ45 герметичная на интернет-кабель. Кронштейн для крепления камеры на стене или же использования в потолочном режиме. Один болт, винт, фиксатор, который уже улетел. Продеваем разъемы в кронштейн и устанавливаем его как вам нужно. Направляющие здесь идут, то есть по-другому как-то поставить не получится. И защелки по направляющим направили и доводим. Защелки должны защелкнуться и фиксируем винтом. Это у нас потолочное крепление. Стеновое крепление проворачиваем и заводим кронштейн в таком вот положении. И также фиксируем винтом. Камера Wi-Fi работает по 2,4 ГГц, 5 не поддерживает. И также может работать по кабелю. То есть универсальный вариант. Самостоятельное устройство. Ты ее вот заказал и можешь использовать ее одну, подключив ее к приложению на смартфоне. Дальше покажу. И установив карту памяти, камера работает. Вносишь в нее настройки через приложение на смартфоне. И вот такая у тебя мини-система видеонаблюдения. По силуэту человека может присылать уведомления. Следить за людьми также. Зашел, смотришь. Установив карту памяти, она сохраняет всю информацию на карту памяти. И также ты можешь заходить на карту памяти, удаленно установленную в камеру. И просматривать записи, сохраненные на карте памяти. Аудио имеется, встроенный микрофон есть, встроенный динамик есть, может сказать что-то. То есть те универсальные варианты, которые сейчас есть вот на рынке XMI-евских камер. В белом корпусе есть вариант в серебристом крашеном корпусе заказать. Изначально пластик идет белый, потом его подкрашивают серебристый, там может черная есть. Две камеры. Огромный плюс. Это два, можно сказать, устройства в одном. Эта камера широкоугольная, следит постоянно вперед. Контролирует ситуацию перед камерой. Эта камера поворотная, может вращаться, следить за человеком. И отвернувшись за человеком, всю ситуацию контролирует
Вот эта камера. Объектив 3,6 мм. Тут объектив 6-миллиметровый, дальнобойный вариант. Она дальше видит, эта камера видит шире, эта камера видит дальше, попросту говоря. И также имеются 3 ночных режима. Здесь имеются ИК и белые LED-светодиоды ночной подсветки. То есть может работать в невидимом режиме с подключенными ИК-светодиодами или же белые. И также здесь через один LED-светодиод, ИК-светодиод белый ИК-светодиод инфракрасный. Также вот этот сектор светит мощным таким прожектором. По человеку также могут работать. Идет человек, включили свет, подсвечивают, записывают. Можно просто в невидимом режиме. И также есть вот вариант мигалки. Мигалка под красным стеклом мигает синим и красным. Синий-красный, как полицейская мигалка. Это можно вот эту функцию включить по человеку совместно, чтобы мигала мигалка и еще звучала из динамика полицейская сирена. Из темноты, когда это не будет светиться, а будет чисто мигать вот это и звучать сирена, ну, на кого-то может и повлиять эффект такой. Есть вариант заказать 4-мегапиксельное устройство, будем называть устройство, потому что это 2 камеры, и 8-мегапиксельное. В моем случае 8-мегапиксельное устройство, 4 мегапикселя верхняя матрица и 4 мегапикселя нижняя матрица. В варианте с 4 мегапикселями это 2 плюс 2. Многие видят такие камеры вот с таким функционалом. У этих людей есть уже дома POE система видеонаблюдения, POE видеорегистратор, например, и вам хочется эту камеру подключить в вашу систему, чтобы работала она с видеорегистратором, с POE. Это не POE камера, но докупив вот эти вот устройства, вот так они идут в таких пакетиках, POE сплиттер, вход 48 вольт, выход на камеру стандартный 12 и по одному кабелю информация. Сюда от POE коммутатора или POE видеорегистратора подключаешь кабель, и у тебя камера уже POE вариант. Это все размещаешь где-то в распредкоробке, и этот блок питания уже ты не используешь. У тебя камера работает по POE 48 вольт, и она полностью совместима с POE видеорегистраторами XMI. Третий вариант установки камеры. Потолок и стена показывал. В потолочном креплении подсоединяем кронштейн, устанавливаем и используем камеру на столе по вот такому вот типу. Устанавливаем просто ее на стол, она в общем-то устойчивая, можно еще и прикрутить в случае чего, но на какое-то время камеру можно использовать и вот так. Есть возможность перевернуть картинку в приложении, она не будет у вас кверх ногами, и у вас камера будет работать, следить за человеком. Вот это получается уже не нижняя, а верхняя. А нижняя будет контролировать с широким углом обстановку перед камерой. Камера может также работать напрямую по Wi-Fi со смартфоном на расстоянии сигнала Wi-Fi от смартфона до камеры, а это составляет где-то в пределах 10 метров, ну в зависимости от помех. Будет помеха и стена у вас, то понятно, что сигнал будет глушиться. Это о чем разговор? О том, что обязательно ли камера может работать только с интернетом. Интернет для камеры не обязателен. Интернет нужен для удаленного захода на камеру со смартфона, с другой сети, из другого города, с другого роутера, подключенного к смартфону. Камеру можно напрямую со смартфона настроить по Wi-Fi, и она будет самостоятельно работать, писать на карту памяти все моменты. Придя на объект, опять вы к ней подключились напрямую со смартфона, внесли какие-то коррективы, скачали видео с карты памяти, все эти моменты сделали. Но самый прикол, это понятно, что удаленное отслеживание камеры. Поэтому подключаем ее к роутеру. Роутер у нас вещает в интернет, и тогда у нас есть удаленный доступ на камеру с получением уведомлений, удаленными по тревоге, со всеми делами. Включаю камеру в розетку 220, придерживаю ее, потому что будет тестовый режим вращения, калибровка поворотного устройства, синий светодиод есть на индикация на блоке питания, стандартный тестовый режим, сейчас будут голосовые сопровождения,
System starting up. Ждем, Wait to be пока configured. камера закончит. Waiting for connection. Please configure the network according to the instructions. Стандартные фразы при добавлении на приложение и ICC. Вот это зелененькое приложение ICC. Открываем его. Список устройств. У меня уже есть устройство. Если у вас нету, то будет белый лист. Жму плюс. И смотрите, найдено устройство. Уже найдено. Без всяких вопросов. Выбирай роутер, который вам нужен для подключения по Wi-Fi, и пароль Wi-Fi. Можете выбрать из списка устройств. Connecting. Please wait. Пошло добавление, и это именно вот эти последние XMI-евские камеры, которые смартфон находит, скорее всего, по Bluetooth. Соединение с устройством Bluetooth успешно начано. По Bluetooth находится устройство, подтягивается его в приложении, потом вы даете данные роутера для подключения по Wi-Fi. В общем-то, все вот так происходит. Выбираете, прописываете название свое или выбираете из готовых. Что писать на карту памяти. Все быстро подключается и очень просто. Получать ли уведомления по тревоге на смартфон. Это быстрые настройки, которые вы потом можете зайти и поменять их, если нужно. Ищем камеру библиотека в списке устройств. И камера библиотека у нас уже готова. Экран делится на два, и это очень классно. Отдельно две камеры мы видим. Облачное хранилище можете сейчас подтвердить, можете зайти потом. Вот оно здесь первым желтым отмечено. И ознакомиться. 30 дней дается бесплатно. Потом плата есть. Посмотрите за что и сколько. Камера подключена по Wi-Fi и работает сейчас по Wi-Fi с роутером. Для более качественной работы все-таки я советую подключать камеру по кабелю. Если у вас в месте установки камеры от роутера Wi-Fi сигнал на должном уровне, хорошего качества, пусть работает по Wi-Fi. Если где-то далеко нестабильный сигнал Wi-Fi, лучше протянуть от роутера кабель. Подключаю кабель. Wired network connected. Появилась индикация на кабеле, на RJ45. И камера сказала, что подключена по кабелю. И сейчас камера будет работать полностью по кабелю. И это мы можем увидеть уже на картинке с камеры. Потому что пропал у нас значок Wi-Fi, качество сигнала. Когда работала по Wi-Fi, был качество сигнала Wi-Fi значок здесь. Я вам сразу не показал. Сейчас по кабелю. Отключаю кабель. Она автоматически подрубается по Wi-Fi на роутер. Вот это я сейчас и делаю. Подключилась по Wi-Fi. Она в прямом эфире остается, будет небольшая задержка. Если вдруг нет, то вышли, протянули список устройств вниз, обновили список устройств и зашли на камеру уже по Wi-Fi. Значок Wi-Fi появился, качество сигнала. Кстати, по нему вы можете ориентироваться, стоит ли камеру оставлять на Wi-Fi. Если два нижних деления, ну, смотрите уже по стабильности работы. Но гарантии, что стабильно при плохом сигнале Wi-Fi, что стабильно будет работать камеры, гарантии нету. Приложение на смартфоне, картинка просто суперская. Очень классная, четкая, качество очень таки приличное. Камера неповоротная, которая отвечает за общий план, широкий угол. И камера поворотная. Вызываем джойстик за надобностью, вращаем камерой. Очень быстро. Звук, кстати, есть. Включаем, получаем качественный звук с улицы. При этом моторчиков практически не слышно. Но они, по крайней мере, не перебивают шум улицы. И вот мы видим картинку с широкоугольного объектива и с дальнобойного, так сказать. Вверх, вниз. Вверх даже она смотрит под определенным углом выше, чем вперед. Это классно. Если у вас камера будет установлена немного ниже, то есть на низкой высоте, то вы можете
посмотреть вверх, если надо. Ну и смотрит она полностью вниз. Если вам нужно, чтобы камера полностью вниз смотрела, будет она смотреть полностью вниз. И это как раз тот вариант 6-миллиметровый объектив, когда вам нужно захватить чуть дальше. 3,6 захватывает много, широко, а вот этот 6-миллиметровый видит чуть дальше. Зума у нас нету никакого. Давайте часто зайдем и сразу включим отслеживание. Время наблюдения поставим 10 секунд. Установить наблюдательное положение. Установил, именно повернул камеру, куда хочу, чтобы она возвращалась после слежения. И включаю. Включатель слежения. Что еще вам нужно будет сделать, зайдя вот первый раз на камеру? Настройки, шестеренка. Основные настройки. Тон. Выключаем. Это голосовое сопровождение каждый раз при загрузке камеры. Выключили, включили питание, или она сама перезагружается, будет голосовое сопровождение, если включен тон. Название камеры понятно. Тут, в общем-то, скорость поворота. Давайте поставим быстро. Ну, в общем-то, по умолчанию оно все работает нормально. Раздел об устройстве. И здесь у нас, что нам нужно сделать? Синхронизировать время, дату со смартфоном. Один раз синхронизировали, камера запоминает. Доступно обновление. Есть обновление, но умная тревога включу. Так, человеческий тест есть, пуш-уведомления включены, мы включали режим записи. И вот здесь звуковой извещатель и сигнал тревоги. Вы можете включать сирену и мигалку, если нужно. Высокий уровень, показать умный след человека, выделять человека, на которого реагирует. Можешь ставить, я поставил специально, чтобы посмотреть, на каком расстоянии она детектирует людей. И чувствительность также можно поменять. Управление памятью, это карта памяти, можно отформатировать. Ну, у меня определилось, ну, желательно отформатировать. И вот тот момент, когда цикличная запись, при заполнении карты писать сверху, или же остановиться при заполнении карты. Пошло определение человека, и за ним идет слежение. Блин, ну, именно сделали тот момент, когда камера стала эффективна. Камера со слежением, видите, потеряла человека, то есть скрылся он от нее, и она вот вернулась назад после заданного времени. Супер! Вот этот просмотр с двух камер очень таки эффективный. И картинка очень сочная, насыщенная, цвета. Зашел на карту памяти, посмотреть, как сохраняется запись. И вот как раз момент со слежением. И вот так все сохраняется. Именно с двух камер отдельно. Видим и эту камеру, видим и следящую камеру. Со звуком. Все супер. И слежение просто на высоком уровне. Это я могу подтвердить, потому что даже за большую стоимость камеры, бывает, следят не так качественно, как вот этот вот вариант. Супер. И вот я включил, как раз это было, когда я вам показывал настройки, камера уже следила за людьми, и зашел я включил рамку на людей. И вот появилась рамка, и камера следит за людьми с рамкой, уже с выделением человека. Следит в двух плоскостях, плавно, равномерно и по минимуму рывков. Рывки есть, конечно, но эта камера не профессиональный вариант, и ее механизмы, в общем-то, не рассчитаны на постоянное слежение и работу постоянно в слежении, но алгоритмы уже на высоком уровне. Вот ловит следующего человека и следит за ним. Супер. И расстояние слежения очень таки хорошее. Чувствительность определения человека очень таки на хорошем уровне. Супер. И вот тот момент, когда уже мы с вами зашли на камеру и видели вот этот сюжет в онлайне. А это сейчас я
показываю вам в записи. Сейчас запись закончится этого ролика, вот ролик с карт памяти, тревожные ролики. И перейдет на воспроизведение следующей записи. И запись у нас стоит по человеку, вот вернулась назад. Все как положено. Обновил, все-таки зашел прошивку. И смотрите, какая информация новая появилась по камере. Увеличилось разрешение и стало 6 мегапикселей. До этого было 4, сейчас стало 6. Но интерполяцию, скорее всего, добавили. Ну, факт тому, что что-то улучшают, обновляют. Оставляйте свои комментарии. Матрицы-то не заменились, а разрешение-то увеличилось. Но прошивку стоит обновлять, и можно обновлять смело, потому что нету никаких глюков. Возвращается камера назад после слежения и не махает головой ни вниз, ни вверх перед этим, а четко возвращается назад и фиксируется. В прошлой прошивке что было? Камера возвращалась назад, но перед этим она полностью опускалась вниз и потом возвращалась в место возврата. Сейчас этого глюка нету, прошивку можно обновлять. Ну и вот что вы еще получите: большее разрешение после обновления прошивки. Да, может кому будет важно, текущая версия, именно прошивка последняя, которую я вот обновил, от 09.05.2023. То есть в этой прошивке косяков нету. Стабильная работа камеры за целый день. Заход в приложение. И сейчас вот, видать, слежение за человеком было. Камера работает в цветном режиме. Настройка цветного режима также есть. Двойной. И время освещения. По умолчанию 60 секунд стоит, минута после определения силуэта человека. Но это много, давайте поставим 10. А вы уже смотрите, как вам нужно. Здесь время до 120 секунд и минимальное время 5. И вот после слежения, после определения силуэта человека, точнее, камера 10 секунд еще светит и потом переходит в черно-белый обычный режим. Так, вот. По ночной картинке вообще бомба. С двух камер никаких проблем нету. ИК светодиодов хватает. Это не снег идет, а пыль летит. То есть, ну, как обычная камера реагирует на ИК подсветка, засвечивает мелко летящие мошкару, пыль, все эти моменты. Также адекватно, классно, как и днем, работает слежение ночью. Но уже не на том расстоянии идет определение силуэта человека. Поэтому камера, ну, как обычная камера, ночная картинка, ночной режим — это тяжелые условия для любой камеры видеонаблюдения. Цветной режим можно поставить и цветной постоянно. Ставим цветной, и камера будет светить что верхняя, что нижняя LED белыми светодиодами, и получается у нас неплохая цветная картинка. На смартфоне шумов незаметно. Чистая картинка, очень качественная. Опять же, смотря на какой высоте будет установлена камера и на какую территорию она рассчитана. Ну вот, даже вот эта камера. О, даже можно так вот делать. По отдельности просматривать. И тут же можно и зумировать. Ну, неплохо таки освещает и большую территорию. И видит в цветном режиме ночью неплохо камера. Также и эту камеру можем, и также можем зумировать. Неплохой режим просмотра, очень классный. Или в черно-белый можно поставить. Камера постоянно будет в черно-белом, не будет реагировать на проходящих людей. То есть реагировать будет, следить будет, но не будет выдавать себя белым свечением. И также такой вариант просмотра в черно-белом режиме с цифровым зумированием. Ну и также можно это делать днем. Сирена и мигалка также работают, можно в паре. Умная тревога, режим записи, и здесь вот находится звуковой извещатель. На русском прописаны фразы, которые стандартно зашиты, но воспроизводятся они женским голосом из динамика на английском языке. Но вы можете свою фразу персонализировать, то есть записать, нажать на плюс и записать около 30 секунд и загрузить подсказку. Она у вас сохранится в персонализированные. Выбрав ее, вы будете слышать при
силуэте человека определении вашу фразу, что вы проговорите. Или же сирена милицейская, или же фразы просто на английском языке. Кстати, можно включать, можно выключать сигнал тревоги. Именно имеется в виду мигалка полицейская. Включили, и также можно время мигания. Задержки ставить до 120 секунд, по умолчанию 10. Работает также все, можно включать, можно выключать. Можно в паре это включать с LED светодиодами, с белым светом исходящих из светодиодов. Или же без LED светодиодов, все это также может работать. Нормальная камера, отличная, обновлять можно. Посоветовать могу, за день только радует. Это тот бюджетный вариант, реально бюджетный, с отличным слежением. 2 камеры в одной, отлично, вариант суперовый. На сегодня все. Подписывайтесь на телеграм-канал, телеграм-чат по видеонаблюдению, Facebook, Instagram, все полезные ссылки в описании к видео. В дороге еще много интересных камер. Получаю, показываю вам видеообзоры, ну и продаю в Украине по цене закупки AliExpress. Связь со мной, Telegram и все соцсети. Или же тут пишите, дам вам наводку, где со мной связаться. Всем удачи, до следующих видео.